Всем привет! Часто меня спрашивают, сколько смолы ушло на то или иное изделие. И я сразу скажу, что этот вопрос бессмысленный, так как вы никогда не прикинете по видео, сколько смолы вам нужно покупать. Поэтому в этом видео я хочу ответить на вопрос, как считать количество эпоксидной смолы на изделие. Сегодня на примере этого слэба я покажу, как я считаю объем смолы. Это доска размером примерно 1,5 метра. Я кладу ее на землю, измеряю и отмечаю линией ее основные размеры. Затем, используя стремянку, я пытаюсь сделать максимально неискаженную фотографию. Для того, чтобы рассчитать количество смолы, я использую программу AutoCAD. Открываю AutoCAD и загружаю туда полученную фотографию. Первым делом я масштабирую картинку так, чтобы нарисованная мною линия в миллиметрах соответствовала нарисованной на картинке линии мелом. У меня это 450 миллиметров. Отмасштабировав изображение, я рисую контур стола. Допустим, стол будет 800 мм на 1400 мм. И накладываю этот контур на изображение слэба. Позиционировав его так, как мне нравится, чтобы выглядел стол, я делаю контур заливки. Обвожу линии по контуру и замыкаю эту фигуру. Для обводки контура используйте полилинию, так как нужен замкнутый контур. Нажимаю кнопку штриховки, выбираю сразу два объекта для штрихования и заливаю их. Теперь в левом окне свойства я могу увидеть площадь моей заливки. Площадь моей заливки отображается в квадратных миллиметрах. Так как я нарисовала линию, тоже в условных единицах в миллиметрах. Теперь мне нужно перевести получившуюся площадь в метры квадратные. Поэтому это число я делю на миллион. И получается 0,58 квадратных метров. По моей задумке стол будет высотой 30 миллиметров. И прикинув так, что на обработку у меня уйдет еще 10 миллиметров, я планирую сделать заливку 40 миллиметров всего. Поэтому получившуюся площадь 0,58 я умножаю на 0,04 метра. И получается объем всей заливки у меня будет 0,02 метра кубических. Затем я перевожу получившийся объем в метрах в литры. Я умножаю 0,02 метра кубических на 1000 и получаю 20 литров. У производителя Artline литр смолы весит 1,1 килограмм, поэтому получившиеся 20 литров я умножаю на 1,1. Итого получается 22 килограмма смолы. Так как при замешивании смолы часть ее остается на стенках тары, а также у слэба чаще всего неровный край, поэтому я еще умножаю на коэффициент. У меня он примерно 1,05. И получается не 22 килограмма смолы, а еще плюс килограмм. То есть 23 килограмма смолы я замешиваю в итоге. Так как смола у производителя Artline продается в килограммах, поэтому я считаю все в килограммах.
А также для более точной расчета заливки я взвешиваю смолу на весах и замешиваю ее уже по весу. Чаще всего использую эпоксидку для послойной заливки, и высота ее слоя не должна превышать 15 мм. Соответственно, исходя из того, что общая высота заливки у меня 40 мм, мне понадобится 3 слоя заливки. Это примерно по 13 мм. Соответственно, я буду делить полученный мною вес эпоксидки на 3. Итого получается где-то 7,7 кг эпоксидки на слой. Вот так вот просто я считаю количество эпоксидки и стараюсь не замешивать лишнего.